Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Недавно к нам обратилась одна из участниц нашей группы Telegram с просьбой помочь этому растению. Это бывшая реанимашка, которая вот отсушила верхние листья, видите, пенек остался, и нарастила боковые. Вот одно, вот второе и еще одна. Растение находится у хозяйки больше года. За это время, как видите, совершенно не выросла. Выпускает новые листики, тут же их отсушивает. Что происходит и как помочь растению, хозяйка не знает. Обратилась к нам за помощью. По нашему мнению, растению не хватает общей влажности. Прошу не путать с влажностью грунта. Общая влажность – это влажность воздуха. Как создать условия, чтобы растение росло? У нас есть своя идея, которую мы вам в дальнейшем покажем и расскажем. Но для начала извлечем растение из горшка. Смотрим, что происходит с корневой системой растения. Мы убрали лишний грунт. Обратите внимание, что у нас получилось. Ствол и куча маленьких деток вокруг, которые уже имеют свои корешочки. Почему-то нам кажется, что вся причина в неразвитии этого растения это заключается в стволе. Почему-то он не дает им развиваться. Ну, по крайней мере, нам так кажется. Поэтому мы приняли решение отделить этих деток и дать им новую жизнь. Посадить их отдельно. Процесс, конечно, очень аккуратно надо. Ой, упал. Конечно, очень сложно все это сделать. Хотелось бы, чтобы хотя бы маленький корешок у каждой деточки, но был. Первое. Теперь вторая. Как-то не получается. Оп. Готово. Второй корешочек молодой, какой хороший. Маленькие, совсем маленькие. Прям аж страшно навредить им. Оп, еще один. Совсем малыш. И вот это. Ой, упал опять. Здесь уже листья вроде бы как и много, но корневая, конечно, у этого слабенькая. Один корешочек, видите, совсем маленький. Вот что у нас осталось. Это пень. Ну, вы знаете, я предлагаю этот пень тоже посадить отдельно и в качестве эксперимента посмотреть, что же у нас все-таки из него выйдет. Возможно, он еще даст новых деток. Обратите внимание. Опять же, вот у него растет. Итак, что у нас получилось? У нас получилось 4 маленькие детки и пенек. Сейчас мы их посадим отдельно в один горшочек и объясним, как дальше поступить с этим растением. Растения будем сажать в грунт второго состава. На дно горшочка мы насыпали грунт. Далее добавляем микоризу. Подсыпаем прямо на поверхность грунта. И сажаем наши растения. Собираем их в кучку. Так. Маленькие какие, прям совсем. Погружаем в горшочек.
Аккуратно, чтобы корешочки не повредить. Они у нас и так довольно маленькие. Подсыпаем грунт. Еще немножко. Корешок выглядывает. Самый длинный. Подсыпали. Здесь еще. Так, все, корешки у нас хорошо прикрыты грунтом. Детки посажены. Идея наша заключается в том, что сверху мы натянем пленку. Это для создания стабильных условий, стабильной влажности, стабильной температуры. Потому что, согласитесь, в домашних условиях делать это довольно-таки проблематично. Погода на улице меняется. То дождик, то солнышко. И также меняются условия и в нашей квартире. А для залог хорошего роста и развития нашего растения — это создание стабильного микроклимата. Это все, что необходимо сейчас этому растению. Не забываем про отверстия для вентиляции. Смотрите, как красиво получилось. Прям такой хороший букетик, скажем так. Так, детки у нас посажены. Итак, что касается пенька. Давайте обратим внимание на его корневую систему. Вот внизу подгнившие участки уже потемнели. Опять же здесь у нас вот опять же вот потемневший, подгнивший участок. Здесь та же самая история. Посмотрите, темные корни. Этот корешок у нас гниет. Ну, скажем так, корневая система находится в плачевном состоянии. Опять же, то же самое. Вот погниет. Все корни больные. Сохранять такую копну растений, тем более корней плохих, не имеет никакого смысла. У нас на самом стволе есть отличный корешочек, красивый, молоденький. Также есть вот зачатки воздушных корней, маленький. Вот зачаток корня. Здесь воздушный корешочек у нас. Так что мы считаем, что от невитой копны надо избавиться. Поэтому аккуратно обрезаем. То есть у нас остались 2 листика, большой корешок и воздушные корешки. Это уже хорошо. Будем садить также в грунт второго состава. Насыпали. Добавляем микоризу. Не жалеем. Она сейчас как никогда нужна будет нашему растению. Погружаем наш пенек и засыпаем грунтом. Аккуратненько. Ну вот, все, что у нас получилось. Пеньку тоже требуется создание микроклимата. Для этого мы будем использовать вот такой горшок прозрачный, горшочек из-под орхидеи. Погружаем сюда
наш пенек. Сверху листики можно опрыскать любым биостимулятором. Мы используем HB101. И сверху натягивает пленку. Это для создания микроклимата. Повторюсь, о микроклимате можно прочитать на нашем сайте. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Натягиваем. Здесь я возьму резиночку и вот так вот зафиксирую пленку. Не забываем про отверстие. Резиночку заранее не подготовила, поэтому не очень удобно отверстие. Оп. Достаточно. Повторюсь, здесь будет резиночка у нас. И пенек наш тоже посажен. Микроклимат мы создали, то есть стабильная влажность, стабильная температура этим растениям обеспеченная. Что теперь надо? Теперь нужно хорошее освещение. Без света все наши усилия будут напрасны. Растения расти не будут. Теперь самое главное, повторюсь, это хорошее освещение. Поэтому я поставлю растение под искусственный свет. И будем в дальнейшем наблюдать за его развитием. Как будет развиваться наше растение, вы можете будет узнать на нашем форуме. Мы регулярно делаем отчет. И также планируем снять видеоотчет о всех наших растениях, которые мы недавно пересадили. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго.